Всем привет, друзья! Мы сейчас с Ваней направляемся на вокзал, у нас время уже 10 час вечера. Мы идем провожать нашу любимую маму, мою свекровушку, на поезд, она уезжает обратно в Москву. Ну а мы, соответственно, мы же хотели в феврале поехать в Москву, не поехали, потому что мама приехала к нам сама. В общем, в мае у меня отпуск, и в мае мы поедем в Москву с вами. Ну, наверное, вчетвером с детьми. В общем, когда будет тепло, ну, я думаю, даже это к лучшему, да. Все-таки в тепле более круто гулять. Вот, сейчас направляемся на вокзал. Нам, кстати, привезли стенку. Домой, когда вернемся, вам покажем. Позвонили насчет стола. Завтра привезут стол. В общем, погнали! Так, в Москву у нас вот такие поезда ездят, двухэтажные. В Москву, наверное, уже все двухэтажные, наверное, отправляют. Ну, мы, кстати, в Питере ездили тоже на двухэтажном. Да. А, нет, это Так, не мама. что-то пока маму не вижу. Я тоже думал, что это мама, но это не мама. Вон там дальше белым, нет? Вроде дальше еще кто-то белым. В общем, сейчас проводим, да включимся, наверное. Все, мама поехала. Пока-пока. Так, все, вообще поезд уехал, вон там его еще чуть-чуть видно. Да. Мы не догнали? Но я и не бежал. Ну, да. Вот такой у нас красивый вокзал. Было вечером подсветочка такая, ну. Я балдю. Город воинской славы. Там наверху не видно будет звезду, наверное, да? Ну, кстати, вот эту штуку меняли летом. У нас Не здесь помню, в раньше был каком году. ресторан, вот здесь вот прям на вокзале. Он как, он, по-моему, так назывался, под шпилем. А, я уже забыл, нифига себе, точно. Да, Ресторан же был здесь. Под Что шпилем назывался. интересно, что вообще сейчас там. Комнаты Проходим отдыха, даже наверное, иногда, всякие. и не проверяем, говорю. И ни разу не посмотрели, что там. Ну смотри, там люстра висит, нет, там одно О, салют. помещение до сих пор. Где? Маму провожаю. Но. В общем, сейчас направляемся домой. Стенку нам привезли уже, Ваня собрал. Сейчас покажем вам стенку. Я вообще немножко по-другому представляла ее себе, но вообще прям классно, нам понравилось, и нам, Ну да, и детям. она вписалась Все в восторге. хорошо. Да, единственное, что мы уже подумали про перестановочку небольшую. Будем что-то менять местами в детской. Плюс, как я уже говорила, что у детей двухъярусная кровать. Ярик наверху, Рома внизу. До этого Рома хотел переехать наверх, Ярик вниз. Теперь же Рома тоже не хочет наверх. Поэтому будем искать кровать Роме и Ярику диван. В общем, все началось с нашего дивана, она зашуршала, все. В общем, планов много. Все вам покажем. Да, и скоро с нами уже пойдете в магазин за шторами, за этим, за ковром. Второй коврик, нам нужен карниз. Так что... А еще потом дальше будем с вами клеить обои. А потом делать кухню. Кухню тоже потом, когда прям Ну, потом... кухня, да, это уже к концу года ближе. Вообще мы собирались только купить диван. Но я уже рассказывала тем, кто давно с нами помнит, что когда мы пошли покупать себе диван, в общем, все закрутилось, завертелось, детям стенку, потом еще мы столик взяли, Да, крутой потом я столик. уже в голове своей сделала ремонт в детской вообще. Потом, соответственно, с диваном мы решили купить коврик, карниз и шторы себе. Я опять в ту сторону дверь хотела открыть. И, короче, вообще понеслась. Хотя же как бы на юбку складывать, а мы купим копилочку нашу, помните? Да. Нам уже осталось там, наверное, вообще- меньше 10 тысяч, да? Да, там совсем чуть-чуть осталось накопить. Да. Копилка, Вот. кстати, оказалась крутой штукой. Думаю, может быть, еще копилку. Еще одну купить. На самом деле без копилки так быстро деньги не копились, а вот с копилочкой как-то сравнительно быстро накопились, Я вообще, в принципе, умею копить деньги, в отличие от некоторых членов нашей семьи. в отличие от меня. Да. Рома тоже, у него уже сколько копилки, наверное, Да. года полтора. Вот это, знаете, вот мы с Ромой умеем копить деньги. Вот прям если мы копим, то мы копим. Мы оттуда не возьмем ни рубля. Все пойдет в дело, на которое мы копим. У Вани с Яриком немножко другая история. Они что-то копят, что-то там понравилось другое, захотелось, ай, потом накоплю. Взяли, потратили. Поэтому мы с Ромой рулим в этом плане дома. И довольно быстро мы накопили, да, почти целую копилку. И вот я только буквально на днях Ваня сказал, что, наверное, надо будет
новую покупать, еще одну. Успеем. Ну, если с такими же темпами, мы успеем еще такую же. Я, накопить. кстати, сегодня у Ромы спрашивал, на что он в итоге копит. Он сказал, не знает. Я говорю, так ты можешь с собой, если что, взять копилку и это. Зашибись, и машина сзади, да? Классно. Ну, сейчас отойдем куда-нибудь. Ну, вон там, Ага, тут тоже. Ай, короче, подождет. Вот, короче, я ему сказал, что ты можешь копилку с собой на юг взять и там, если что, купить что-то. Ну, мы, кстати, меняли тут. У него тоже и мелочи было тьма тьмущая. Мы носили в магазин, меняли. И у него там уже, не знаю, сколько тысяч у него там копилки. В общем, богатенький Буратино. 5-6, наверное, точно есть. Да. То есть, ой! Блин. Тихо. В общем, я думаю, включимся из дома. Да, все, увидимся дома. Так, друзья, ну, в общем, вот такую стеночку в детскую мы купили. Я, если честно, думала, что она будет немножко повыше, но так даже лучше все-таки стенка именно в детскую комнату. Уже телевизор сюда ребятам поставили, приставку положили. Я себе тут вон диски разложил. Красота. Вот наверху полочка, тут уже какие-то статуэточки у них стоят. Здесь вот ящики, 4 ящика, за дверкой очень удобно. Внизу тоже здесь 2 ящика и тут. Вообще максимально, да, удобная стенка, красивая. Мне нравится, для детской самое то. И ничего лишнего. И вообще, это танк ромашки в школе подарили на 23 февраля. Это мозаика, короче, из картона собирали. Тут вот у ромашки парковка его. Тут у них стоит кровать двухъярусная. В общем, сейчас думаем еще по спальному месту. Думаем разделить детям. Купить Ярику диван, Роме кровать отдельную. В общем, тогда будем все переставлять. Ромашке сюда поставим кровать. Стенку, наверное, сдвинем сюда, машинки сюда. Вот где я сейчас сижу, сюда диван думаем поставить. В общем, все, что надумаем, купим, будем переделывать, все увидите. А все начиналось просто с того, что мы решили с Ваней купить себе диван. И понеслась. В общем, нравится мне стеночка, классная такая, компактная, удобная, да, и функциональная. Вообще огонь. Так, друзья, ну что, у нас уже новый день, в общем. Вчера проводили свекровь. Стеночку вот я вам показала. Сегодня нам привезли еще стол. Пока еще не собирали. Сейчас идем, в общем, в магазин. Ром, пойдем в Леруа. Капец, дорога. Пойдем в Леруа, посмотрим карниз, шторы, коврик. И заскочим, посмотрим диван в детстве еще. Вот. мы сегодня все в сборе, Ярик без пакетов. Да, То нам сделали замечание, что он почему с пакетами. А, да. Почему он всегда с пакетами? Ну, он далеко не всегда с пакетами. Если что, во-первых. Во-вторых, это будущий мужчина, да? Да. Я не вижу плохого, что родителям помогает тащить пакеты. Да. Тем более мы там не покупаем по 50 килограмм картошки. Да это не мешки таскаем. Вот тут начали строительство. У нас сегодня выходной, мы все вместе. Да, здесь был деревянный дом. Частный. Сегодня что у нас, по-моему, плюс 3 или минус 3? Плюс 4. Плюс 4, но на этой неделе, вот сейчас, будущий, Рома, аккуратно. обещают до минус 10 опять, ребята. Ну так не хочется уже, и весна же, ну. Давайте не будем. А ты образец ткани взяла от дивана? Да. Все. В общем, все, наверное, увидимся там. Если что-то будет интересное. Пейзажи я, наверное, снимать вот такие не буду. Рома, аккуратно. Только сапоги на чистые. В А, общем, друзья, погнали. да, кстати, вот пока еще начало ролика. Ой, какое начало-то. Это же просто новый день. Короче, всем, кто посмотрит нас с VPN, отдельная благодарность. Да, Маша, аккуратно, дорога впереди. И подписывайтесь на Телеграм. Мы думали, и, наверное, будем туда скидывать что-то такое. Ну, наверное, в Ютубе этого не будет. Будем туда что-нибудь интересное скидывать. Может, как это... Не, моменты за кадром мы не будем скидывать. Если только что-то смешное получится. В общем, не знаю. Пишите в комментариях, что нам скидывать в Телеграм. Да, Фотки или какие-то... Ногти. А, да. Нам под старыми видео очень много пишут. Там вы-то, наверное, это не видите. А нам приходят уведомления иногда. Почему-то сейчас резко, Да. в последний момент, начались там комментарии по поводу ногтей. Что Ногти там, караул. что я задолбала там пихать свои ногти в экран. Но, блин, если я говорю, я так жестикулирую, это не значит, что я их тыкаю вот так вот в экран. Кстати, да, для тех, кто думает, что искусственно, они не искусственные. Да, это свои ногти у Кати. Да.
В общем, последние дня 4-5 очень много, ну не то чтобы хейтеров, но таких интересных людей, в общем, Ну, пишут когда человек хочет найти под что-то морской плохое, тематикой. он это найдет. Да. Когда человек хочет позитив, он найдет позитив. В общем, мы видим то, что мы держим внутри себя сами, ребят. Всем моим любименьким, которые Да. пишут нам, что мы классные, позитивные, добрые, милые. Муа! Я вас люблю. Мы вас любим. От На души душевного выходных, воздуха. наверное, стрим будет. Да, стрим, скорее всего, будет. На выходных, в общем, ну, ближе к выходным точно напишем. И в Телеграм, наверное, тоже разместим информацию, чтобы не получилось так, как в прошлый раз многие пропустили, опоздали, не знали. Поэтому определимся с днем временем и напишем заранее. Ну все, погнали. Так, мы идем мимо Роминого бывшего садика. Ностальгия. Ностальгия, да. Рома тоже идет рассказывать что-то там про него. Полгода уже мы не ходим в садик, обалдеть. Время летит вообще. Скоро уже и первый класс закончится. Да, я только хотела сказать, скоро уже и первый класс закончится. Какая-то движуха. У Ярика в следующем году экзамены. Вообще, капец. Да, снег белый, да? Ну, хорошо так. Белоснежный. Пошлите туда-то там. Когда белый белее белого. Пойдемте на ту сторону. Сделано только с одной стороны, вон тротуар, да? Да. Вон на этой стороне здесь тротуар, а на той стороне там тротуар. Очень, очень интересно. Так, все, мы в общем в водоспазу зашли. Здесь у вас стоит машина на продажу. А, нет, главный приз. Розыгрыш будет 15-16 числа. Викторина всей семьи. 15, 16, 17 марта. Я уже сказал. Так, я так понимаю, мы сейчас сначала идем диван смотреть. Тогда Диван надо посмотреть в детскую маленький. А потом уже идем в Леруа. просто помните, мы видели один вариант, если здесь нет, так? Если здесь не будет, то в другой магазин на Агутин, но это уже не сегодня. В общем, все, включимся там. Да, Роме любимый. Рома попросил заснять его любимое место. Боши парк. Скоро туда, кстати, тоже пойдем. Это сегодня много детей, да? Да, А, так сегодня что? Сегодня да. А, ну все, в общем, включимся там. О, кстати, вот этот классный магазин. Столько крутых штучек всяких. На 8 марта, видимо, готовится. А, вот все, мы пришли, кстати, мебель холл. Так, включусь с места. Мы помним, где он стоял примерно. Так, в общем, все, тот диван ушел. Нету его, здесь мы все обошли. Там был маленький, мы, кстати, его не сняли. Вот, кстати, наподобие такого. Но этот большой, там был поменьше. Да, там поменьше был. смотри, какая прикольная. Ну, нам уже такая не актуальна, но прикольно, да? Ну, Когда если двое ребята и такие детса. это вообще поскольку. как домик. Классно, да? Когда нам надо было, такой не было. 95 тысяч. Он, наверное, с матрасами продается. Так. Как вам такой ценник? А тут, кстати, он с этим, с массажером. 378 тысяч. Давай заправляем. Да. Тут кровати, наверное. Да, тут ничего такого. Вот, можно такое одну Ну, купить. так это прикольно, да. 27 600. Вот, Рома, такая кровать, да? Один диван и кровать нам надо. Там остальные вообще хотят. В общем, вот такой вариант мы нашли. Мы сейчас опять переиграли кое-что. Сейчас думаем, диван или все-таки кровать двухспальная, там прикольная есть. Внизу диван тоже, потом сейчас покажу. Вот такой вариант, короче. 1,5 метра, здесь 1,10 м. В общем, опять захотели такую кровать, соответственно, у нас опять будет много места. Рома вроде сказал, что будет наверху спать. До этого он нам сказал, что не будет. Сейчас опять сказал, что будет. Матрас 7000. Все, сейчас
Сейчас мы идем уже смотреть шторы, точнее покупать, надеюсь. Посмотрели варианты, есть неплохие варианты. Там что-то пофоткали, замеры, и чтобы дома прикинуть, что к чему. Нужно дома будет мерить. Уже снова появилась мысль, вроде как мы хотели до этого купить двухъярусную, где внизу диван, наверху кровать. Уже чуть не купили, потом подумали, что она долго ли, Рома скоро подрастет и тоже не будет наверху спать. В общем, не знаю пока. Потому что то, что я вам рассказывал, показывал, уже не актуально, скорее всего. Скорее всего, мы не будем такого брать. Мы хотели еще, когда мы? Полгода назад, наверное, мы хотели купить эту кровать, потом что-то отложили все. Потом вроде как Рома сказал, что не будет наверху спать, не хочет, мы решили ее не покупать. Сейчас увидели, опять нам всем понравилось, опять мы захотели, но подумав, решили, что, блин, ну, Роме, окей, уже 8, и как долго он там будет спать наверху. А покупать на год, на 2, то есть там кровать, считайте, 30, и матрас еще 10 тысяч. Блин. Не знаю, в общем, будем думать пока еще. Да, пишите в комментариях тоже свои эти, что вы думаете. Естественно, это Стоит ли гораздо покупать или нет? удобнее, потому что это будет занимать меньше места, да, то есть в комнате, чем нежели мы купим отдельно кровать и диван, да. То есть мы думали Роме купить кровать, а Ярику диван, ну и плюс диван поставить напротив стенки, чтобы они вместе могли смотреть, там, смотреть телевизор. Ну, в общем, не знаю, теперь все потерялись в догадках, будем думать. Да, все, в общем, увидимся в Леруа. Ромашка у нас устал. Мы Ярика отправили посмотреть, есть ли там переход или нет. Вот там Леруа Мерлен находится. Там есть переходы, а тут, походу, нет. Че, есть? Нету перехода, блин. Там как бы все перебегают просто. А мы что-то не хотим перебегать с детьми. Поэтому придется вот столько идти в обход. Все, ладно. Включимся там. У нас все переигралось. Мы зашли быстренько в KFC. Потому что у Ромочки ноги уже устали ходить. У него что-то это в последнее время часто устает. Ну вот, в общем, сидим. Так, я не знаю, Катя отдельно заказывала сама. Я поэтому не знаю, что мы вообще шли в Леруа, как вы помните, там было не перейти дорогу. Мы пошли правда, что перейти дорогу, и мы решили Рома зайти в KFC. Вот, зашли в KFC, в общем, взяли, что Ярик себе выбрал чизбургер, у Ромы шеф-бургер джуниор, вот у них картошка на двоих. А здесь я нам с Ваней взяла ведро, тут стрипсы, как его называется, стрипсы, ноги, что-то еще, короче, крылья. Мы 100 лет уже не были. Картошка, Роме лучше как крылья, а маленький, но почему-то вот в большом стакане был стакан. В общем, как-то так. Раньше, кстати, мы ходили только в KFC, мы не ходили ни в Макдональдс, никуда, ходили только в KFC. А потом потихоньку как-то перешли уже на Макдональдс, иногда Бургер Кинг, потому что там рядом с вокзалом нам удобно. И в KFC 100 лет уже не были. В общем, зашли, пока вспомнила все названия, пока что к чему. В общем, бон аппетита, друзья. Да. Раньше ходили в Макдональдс и в KFC, а сейчас ходим во вкусная точка и в Ростикс. Бургер Кинг рядом с вокзалом. А, Бургер Кинг еще, да, все. Будем кушать быстренько. В общем, Не Рома горячий, первый раз нормально. ест его. Вот такой он здоровый. Шеф-бургер джуниор. Кстати, раньше я их ела. Да. Надеюсь, там сделали не острый. О, булка оторвалась. А, там же эти, как стрипсы лежат, а не котлета. Так, в общем, все, мы покушали. Ну, практически. Остался только Рома. А, ну Ярик еще картошку. Это мы покушали. В общем, мясо вообще зачетное. Рома поставил 3 из 10 оценку бургеру. Она сказала ходить У будет. нас ценитель бургеров ставит оценки. Не можешь больше, да? Ну ясно. Ну, они все-таки острые получились. Картошечку кушай. Все, сейчас пойдем. Зашли мы в Леруа Мерлен. Сначала что, смотрят карниз и шторы? Да, ну, главное, наверное, шторы и карнизы, да. В один магазин зашли, и нам девушка сказала: ой, вы знаете, синих ковров не бывает. Да, Мы говорим, бывает. Надеюсь, бывает. Как это надеюсь, мы видим? Ну да. Только вот декор интересный всякий. Ну, нам оно не надо пока. Собачки.
Мы решили быстренько заскочить в обои. Ну да, вот серые. 2000. 10 метров. А сколько я забыла, мы стреляли? Одного рулона нам нужно. Да. Одного, да? Причем стандартного, а не такого. Нам нужен белый карниз. Из белых только вот такой 2 метра. Нам на 3. Так, здесь что? Блин, такое я не знаю, я смогу прикрепить или нет. У нас же натяжной потолок. Он как крепится? А, это нет, это не подходит. Ой. На кронштейны, конечно, можно прикрепить, но это будет некрасиво. Да, короче, нужен вот такой. Палка. 240. Ну, можно, конечно, чисто по окну сделать, но я все-таки хочу от стенки до стенки. Заказывать надо. Ну да. Я же А 3 вон, метра вон, смотри, что это. сделала. Тоже 2 метра. 40. В общем, приняли решение вот купить серый. У нас стены серые, потолок белый. Но поскольку будет на стену крепиться, я думаю, нормально будет смотреться. Офигеть. Кстати, 100 лет такие тележки нормальные не катал. В общем, все. Сейчас идем ковры смотреть, они тут недалеко тоже. Шторы подбираем. Ну-ка, я положи цвет. Пока цвет не подобрали. Вот у нас кусочек дивана взят. Если что. Но мы его не вырезали. Получается, средняя цена 3000 за одну штору. Blackout, вроде как. Blackout они, да? Сейчас будем смотреть, что есть тут. Короче, я сходил до продавцов, дал им кусочек. Не могут найти ничего, нет подходящего. Для роа, получается, нет такого цвета. Он же синим проблематично очень. Это, мне сказали, что нет такого цвета. Я спросил. Они сказали, синее все, что висит. Да. О, да, да, похож. Придется примерно цвет попадать хотя бы. Надо хотя бы шторы и ковер туда попасть, чтобы одного цвета были. Ну, вообще газон постелить классно будет. Так, смотрим. Ну да, нормально. Вплотную, конечно, так лежать не будет, и поэтому будет смотреться нормально. Да, и как ты хотела еще такое. А, это еще и половина. Да, вообще класс. Блин, так он небольшой ли будет для нас? Не-не, Ну-ка, подержи. Нормально, Роман, что ты? 5000. Все, по цвету попали, Яся, практически. По цвету? Ну, Да. плюс-минус. Но он же не будет рядом прям вплотную стоять. И сильно не должен будет. это делать никак. Да, класс. Вот такой. Размеры 120 на 170. Мгм. Единственное, не знаю, надеюсь, диван будет нормально раскладываться по ковру. Диван на бетонном полу, гипоаллергенные не выгорают. Отлично. Все, загружаем тогда. Прям как мы его оттуда увидели. Он точно по размеру он нам? Конечно, влезет. Надо же, чтобы он за край дивана не вылезал, чтобы это не было криво косо. У нас 3 метра диван, 3,40. 3,40, так а бок-то смотри. 2 метра он. Вот прямая лето 2 метра. Ну, вот так И там вот метр будет еще. как раз. Да. Он чуть меньше. На 30 сантиметров он меньше, чем диван наш. Ну это тогда вообще прям идеально, как мы цвет Да. отсюда с тобой увидели. Так вот это я что-то не пойму, что это такое. Так шов сделан. Ну да. Ну, просто он потом со временем наверное, выпирать будет. Не? Ну это ладно. Фигня. Все, короче, берем. В принципе, все, что хотели, взяли. У Кати шторы, вот здесь это ковер. Все. Идем на выход. Так, в общем, я немного перепутал. Я просто Катя без меня штору брала. В общем, пока одна штора, потому что их больше нет. Обещали привезти еще. Но она прям идеально попала. Это. Я не знаю, как мы пропустили ее. Хорошо, что Катя нашла. В общем, попадает один в один в цвет с диваном. Вот пока одна. Надо попозже сходить, потом привезут еще. Потому что там образец как-то так не хочется брать. Поэтому взяли одну. Все, в общем, идем домой. Да,
хотели ехать на такси, но не уверены, что влезет все это туда. Непонятно. Ну и тут идти не особо долго, поэтому нормально. Все, у нас вот там Останкинская башня наша. Так, ребят, все, мы уже дома. В общем, вот такую штору мы купили. Цвет, я не знаю, тут видно будет, нет. Короче, цвет вообще, цвет и материал как будто один в один, как диван. Просто идеально. Мы сначала почему-то эту штору не увидели, но потом девочка подошла и помогла нам найти просто один в один. В общем, размер шторы получается 200 на 280. 280 это высота. У нас высота где-то 2,70. В общем, сейчас откроем, посмотрим. Потому что здесь тоже вот типа указано, что можно вот с лентой ее укоротить, да, вот знаете, как утюгом проглаживают и все. Ну, не знаю, может быть, лента в комплекте идет. Если нет, то надо будет, наверное, покупать. Не знаю, посмотрим. Ковер уже вот тут мы постелили. Вот Ваня собирает карниз. И сейчас пока одну штору вот повесим. За Ваня говорил, нет, что штора была одна, мы купили. Но сказали, что в ближайшие дни можно будет подойти и будут снова шторы. Еще одну можно будет купить. В общем, штора светонепроницаемость 70%. Но, в принципе, я думаю, этого вполне достаточно нам будет. То есть не полный блокаут, а 70%. И одна штора, она там что-то около 3000 стоит, 3 или 300. Ну, вообще, мне прям понравилось. Она прям, ну, прям один в один вообще, прям как диван наш. И ковер вообще огонь. Но тут немножко он более темный, кажется. Ну, вообще он синий. Тут кажется, как черный. В общем, повесим, потом покажу все. Так, ну что, друзья, все, мы повесили карниз, повесили шторы. Сказать, что я в восторге, это вообще ничего просто не сказать. Это просто шик. Я не знаю, сейчас еще вторую штору купим, и просто песня будет. Вообще огонь, мне так все нравится, прям я себе, знаете, прям вот как я себе и представляла. Хотя многие мне говорили, что нифига ты не найдешь такие синие шторы, такой синий ковер, чтобы попасть прям в тон. Но, блин, это вообще что-то нереальное. Кстати, по поводу дивана тоже я переживала, что у нас прошлый диван был, здесь у нас была такая столешница, ну, широкий он довольно был, я его назвала барной стойкой своей, на которой лежали пульт, зарядки, телефоны, все, лимонад я себе ставила на ночь, еще что-то, и я переживала, что как я буду без него, а здесь тоже довольно широкая такая бочина, и вообще нормально, короче, все. Вот, шторы тоже попали идеально в тон. По высоте получается, да, высота потолков-то у нас 2,70, шторы 2,80. Я думала, что будут не совсем длинные, но у нас же натяжной потолок, и, соответственно, ну, высота потолка уменьшается, получается, и где-то, наверное, сколько? Сантиметров 20-30, наверное, лишних. Я пока их так подзагнула, чтобы на полу они не лежали. В общем, оказалось, что вот эта лента тоже для укорачивания лежала в комплекте. Вообще, что очень удобно. Написано, типа, подождите дня 2-3, когда они отвисятся, ну, шторы, и потом укорачивайте. В общем, так что будем укорачивать максимально удобным, легким способом. Вот. Надо, короче, купить еще Дэнни у нас тут на пледе, мы пока постелили, спит. Надо купить новый дом, кошки с собакой, потому что мы выбросили их, старый дом. Здесь картина стоит, пока не повесили, тоже ребята на Новый год нам подарили, сюда повесим. Кстати, с Анапы, да, фотография наша. Тут он на камере кажется гораздо меньше, на самом деле она гораздо больше. Вот, этот шторы, хотел сказать, ковер, он тоже, у него такой большой ворс, он нереально мягкий, удобный. Рома пришел, сразу сел, сказал, да тут можно спать, лежать, вообще кайф, короче. Вообще, в общем, я не могу передать весь восторг, как я довольна. Прям это так ровно, как я себе представляла, может быть, даже лучше, чем я себе представляла. Вот. Что сейчас в планах? В ближайшие дни мы дождемся вторую штору. Пойдем купим вторую штору. Что еще? Люстру хотим заменить. В общем, понеслась душа в рай, купили диван, называется. Всю комнату переделываем. Как-то так, короче. И что? И потом нам нужно будет обклеить обоями угол, который у нас кошка ободрала. Но это все немножечко позже. И будем заниматься детской. В общем, вообще, прям красота. Я нереально довольна. Пишите ваши комментарии, как вам. Я просто вообще кайфую. Кстати, знаете, что, ребят, забыла добавить?
это то, что ковер вообще по размерам подошел идеально, просто идеально. То есть вот здесь диван выдвигается, да, вот колесики, и то есть ковер не будет мешать. Он прям вообще расстояние абсолютно одинаковое там, да, до конца дивана тут. И когда он будет выдвигаться, то есть вообще ковер не будет мешать. Ну все, друзья, наше сегодняшнее видео буду уже заканчивать. Стол будем с вами собирать в следующем видео. Эмоции переполняют, и я нереально довольна. Все гораздо лучше, чем я себе могла представить. Просто вообще, я просто в восторге. В общем, все, на этом наше видео буду заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на телеграм-канал.